Дорогие зрители YouTube канала «Живи на 100», сегодня в студии человек с большим именем Абдуманап Магомедович Нурмагомедов. Я считаю, что все мы знаем уважаемого человека. Абдул Магомедович, салам алейкум. Александр. Вы сегодня впервые в нашей студии. Канал наш называется «Живи на 100». Я ведущий Ибрагим Агдрашев. Мы хотели задать несколько вопросов, поэтому нам очень интересно ваши ответы. Ваши ответы ждут не только Казахстан, я думаю, весь наш СНГ и мир, потому что ваш опыт, ваше знание и то, что вы в плане того, что достигли большого уровня, это уже о чем-то говорит, потому что вы знаете, рекорд Гиннесса вас как бы поставил на первое место по, значит, чемпионским титулам, да, по боевым самбо. Воспитанию по одному виду самое большое количество. Да, я бы хотел, вот каким образом это вот вы в этом плане, значит, достигли такого уровня? Изначально методом моих воспитаний было, я ее называл старой школой. Первый метод — это метод убеждения. На втором месте это личный пример. На третьем это поощрение. На четвертом требование и на пятом принуждение. Это из последних вариантов воспитания своих учеников. Это было начало и сегодня остается этим же методом, пользуюсь и сегодня. Кому-то достаточно первого метода, кому-то нужен второй, третий, а кто-то проходит через все 5 методов, принуждения тоже. Поэтому на каком-то уровне нужно использовать поощрение кому-то, личный пример, допустим, твоим близким, это сыну, племянникам и так далее, и своим ученикам. А последнее — это когда он начинает переходной возраст, чуть-чуть тяжело работать с ним, и метод принуждения работает. Последний метод. И результат того, что всемирный... Результат дает. Да. У старой школы была целенаправленная плановая работа. Я имею в виду при СССР. Сегодня молодые ребята из зала дзюдо мне задавали вопрос, чем отличался метод при СССР подготовки от метода нынешнего. Я говорю, сегодня вы же выигрываете чемпионат Казахстана и выступаете на Азии, а потом на мире и на Олимпийских играх. Да. Раньше были общества, там, трудовые резервы, Буревестник, Спартак, Динамо, Урожай, разные. И плюс была Спартакиада народов. Плюс чемпионат республики. Вот все 6 победителя, они пробивались на чемпионат СССР. И вот там они боролись за лучшую. Было 15 союзных республик и государство СССР. Ее выиграть было тяжелее, чем чемпионат Европы. Конкуренция была мощнейшая. Я привел пример. Давайте возьмем СНГ. У узбекских боксеров 3 золота. 1 серебро, 1 бронза. У российских 3 золота и 1 бронза. У Казахстана 1 золото, 1 серебро, 1 бронза. Посчитаем медали. Первые тройки из СНГ. 7 золота, 2 серебра и получается 3 бронзы. Это получается 12 медалей. Чемпионата мира по боксу забрали вот та часть, 30% часть бывшего СССР. Вы понимаете, насколько были сильнее? То есть школа, старая школа, да. СССР. До сих пор берет. И в зале начали аплодировать. Можно аплодировать. Ну, перейдем к вольной борьбе. Чемпионат мира. Это вот недельной давности прошедшие баталии. Россия стала первым. Казахстан, к удивлению мирового сообщества, все, заняла 2-е место. Понимаете ли это? Казахстан основной соперник на Олимпийских играх у России. Такие страны, как Америка позади, Иран позади, Турция позади, Азербайджан позади, столько лет лидировавший. А сейчас Казахстан по вольной борьбе
на второй позиции команда в зачете. Все-таки чья заслуга в этом? То, что вот... Я думаю, наверное, тех людей, которые приняли решение, нужен хороший специалист. Это первое. Консультантом здесь Майрбек Юсупов. При нем очень хорошо боролась Монголия. Потом 3 финалиста было, когда он в 96 году возглавлял Корею. Его вернули опять. Ну, спустя некоторое время Казахстан решил пригласить лучшего специалиста. И вот он результат. То есть основа тех, да, как бы тренер, который имел... Я сказал, вот так. Сперва фундаментально... люди решили пригласить специалиста. Пригласили. Один срок олимпийского цикла до конца не отработал еще, но уже видно, что у вас лицензии есть. Беспокоиться о лицензиях нет смысла. Делает ставку без легионеров. Поставлена хорошая работа. Ну, никогда Казахстан в командном зачете Не было такого. не да? был на чемпионате мира. Ну, сейчас старые. Значит, Поэтому основная я заслуга есть. даю должное руководству, тем людям, кто руководит Федерацией вольной борьбы, президенту Федерации, и работает тренерского состава совместно с консультантом Майрбеком Юсуповым. Отличный результат. Это вот действительно, да, всеобщий такой, как бы, ну, любая страна, да, то есть хотелось бы, да, вот в таком уровне, значит, иметь, как бы, тем более вы говорите, что именно по вольной борьбе, да, последние годы, как бы, Казахстан, как бы, не числился, да, как, а вот сейчас, действительно, да, значит, показал очень хороший результат, да, Да. то есть это успех тех людей, которые, да, тренер, хорошие условия, да, соответственно, вот то методика, которую вы сейчас Созданы озвучили. условия, есть специалист. И результат налицо. Влад Магомедович, значит, имя Хабиба и ваше просто невозможно говорить по отдельности, да? Вы вырастили много чемпионов. Но наверняка ваш сын – это как бы особое чувство, особые какие-то там эмоции. Расскажите более такое подробно. Ну, вначале я вам скажу, такой момент, я обычно до объявления бойцов объявляли Порье, потом Хабиба. Когда объявляли Порье, он посмотрел на меня и говорит: волнуешься? Говорит мне. Я говорю: посмотрим, когда ты будешь на моем месте, а твой сын будет в клетке. Будешь ты волноваться или нет? Он говорит: все нормально. Интересный вопрос. Да. Я говорю: ну посмотрим. А потом, ну, надо спускаться с клетки, идти в свой угол. И так получилось все 3 раза, когда он повалил тикдаун, это получилось прямо передо мной. Ну, у меня все болельщики, зрители, знакомые, друзья спрашивают: почему ты ему сказал, не заканчивая его в первом раунде? Все-таки, ну, услышал, да, он повернул одно ухо, все-таки. Я сказал ему, был, да? он может тебя скинуть, заправ вторую ногу. Он заправил одну ногу и начал лезть на удушающий. Если бы сзади поднялся и сделал кувырок Порье, он мог слететь. Я ему сказал: не торопись, заправ вторую ногу, вытяни руки вперед. Все последовательно. На что он начал аккуратно делать, о чем я попросил. А поняв, о чем я подсказываю ему, и наш угол, как вот я вам покажу, головой кивнул и Порье. Прямо это было в метре от меня через сетку. В это время рядом был у меня бывший первый и один из чемпионов мира, который я воспитал, Магомед Магомедов. Он начал с ним разговаривать. Я говорю: Магомед, нам не до этого, надо его задушить, не мешай. Ну и угол. Хавьер Мендес говорит: следуй плану отца, следуй плану отца. Ну, задача была, мы очень много отрабатывали, 18 дней вместе работали мы в Дубае. Ну и утром и вечером, утром 2,5, вечером 3 часа мы работали, и тактический план, откуда начать атаку ударной, как его схватить, как перевалить, перевести его в партер. Работа шла вместе с ним. И он знал, что мы должны делать в каждом раунде, в какое время. Ну, потихоньку наш план реализовал Хабиб. Очень успешно. Но Успешно. весь мир как бы видел и хлопали большие аплодисменты. То есть это уже на душе, я думаю, да, после таких... Вы чувствовали, да, какой-то вот прям... Ну, когда пару раз попало, не так хорошо чувствовал себя.
Да. Да, когда Это то же самое, да. Мы тоже почувствовали, думаю, что-то не то. Настолько он получил, да, что... он должен был при том, когда он начинал, мы называем эту атаку коромысла, с плеча на плечо, он когда начинает перешагивать, бьет очень хорошо. Нужно было закрыться правой рукой и идти сближения. Хабиб начал отходить. Ну, я начал кричать: сближайся, сближайся, надо схватить его. И Он сам, скорее всего, не ожидал, да, такого удара. да. И вот, А второй момент был, когда он, мне кажется, дал ему схватить шею, но при этом забрал его ногу и контролировал ногу. Но когда он начал через руку душить и следующую ногу забросил на спину, я сказал: шевели рукой, чтобы я знал. Он так локтем шевельнул, и тогда я успокоился. Если рука слабеет, значит удушающий идет. Если рукой двигает, значит он дает команду, что все в порядке. вот так. А вторая рука, кисть, должна уходить на вот ребра, мы называем ребро. Вот с этой стороны, чтобы схватить руку, чтобы не придавило. Он говорит, одно время звездочки пошли, потому что с правой стороны душилось, а с левой стороны он тянул и контролировал. Был такой момент. Да, это очень такой опасный момент, но то же самое очень хорошо выжил этого. Весь зал вздохнул, когда он снял. О, я думаю, вы вдвойне вздохнули, да? Да. Ну, я до того, как зал вздохнул, он был близок, вот очень близком расстоянии, я сказал: шевели рукой. Ну, когда локтем шевельнул, я понял, что он обычно Дусанису дал, удушающий попробовал Джонсону дать. Ну, это рискованно. Очень рискованный ход. Это очень рискованно, потому что... Я после этого сказал: лучше этим не рисковать. Да. Вы... Лучше работать по Мы плану. все прям в ожидании, вот говорю, вот когда он вышел, все вздохнули. Это реально, прям видно было. И зрители там все прям почувствовали, что да, вышел, значит все хорошо. Дальше уже будет неплохо, да, вести. Ну, сегодня вы, как говорят, в буквальном смысле идете как бульдозер по UFC миру, да, сокрушая всех соперников. Какие, как бы, планы на будущее? Что мы будем ожидать от вас? Один чемпион – это прорыв. Два чемпиона – это уровень. 3 – это класс уже. Вон оно что. То есть, Мы не успокаиваемся на том, что ну, одно Он есть проложил, вершина, да, да, которому вот он он проложил показал, дорогу. проложил, да. он проложил дорогу, мы были на правильном пути, у нас есть зал, у нас есть хорошие спарринг-партнеры, у нас есть спонсоры, которые нас поддерживают, у нас есть глава государства, который поддерживает нас, у нас есть глава региона, который любит спорт и поддерживает ребят. Почему бы не дать результат? Примерно сколько шли к этой вершине? Примерно? 12 лет. Около 12, да? 12 лет. Ну вы вообще, когда начинали, у вас была какая-то цель, что вот примерно 12 лет вас Ну, как бы 18 достигнете лет. того уровня? Или Вот. это было... Нет, Не честно говоря, ну, были задачи на чемпионат мира, и были задачи один из промоушенов завоевать пояс. Но когда он выиграл первый раз чемпионат страны и начал конкурировать с сильнейшими, я подумал, а почему бы и не рискнуть на самый высокий, амбициозный план. Ну и через года два стало ясно, что когда он в подгруппе обыграл 3 чемпионов мира на одном из соревнований, ну почему не рискнуть? 3 чемпиона мира за один турнир это сильнейший, хороший результат. Ну и решили пробовать параллельно профи. Следующий год опять чемпионат мира удался нам. Выиграли по боевому самбо. Выиграли очень хорошо, ярко выиграли. И уже было 3 боя уже на профессиональном уровне выигранных. Начали двигаться по боям. Усложняя с каждым разом, с каждым, значит, ивентом, значит, все сложнее и сложнее. Ну и когда мы дошли до профессийцам до пояса драться, мы отказались от пояса. Они говорят: почему вы не хотите за пояс драться? Нам будет интересен только пояс UFC. На что мной уважаемые люди чуть-чуть ухмыльнулись, посмеялись над моей, допустим, идеей, мечтой. И я оставил одну такую хорошую строчку напоминания. Вы будете вспоминать работу со мной как приятный сон. И мы ушли оттуда. Вы того достигли, мы еще раз
можем поздравить вас, да, что это успех был в действительности, да, трудный путь, но как бы люди есть, которые, да, достигают такого уровня, кто-то нет, но старания есть, желания нет, но не получается, поэтому то, что вы показали, это действительно для всех урок, и для всех это будет в действительности, да, каким-то будет началом, что есть упорство, есть желание, есть, как бы, да, которые в действительности, значит, ведут к заветной цели. Безусловно, самый резонансный бой, это бой был Макгрегором, да, и, соответственно, много было разговоров до и после. Вот сейчас идут слухи, что Макгрегор хочет реванша. Что можете сказать об этом? Макгрегор, если хочет, пожалуйста, Москва ждет его. Он же говорил, что болельщиков у него больше здесь, чем наши. Мы хотим видеть это в зале. Мы хотим принять его в Москве. Пожалуйста, мы ждем. Но нам до Макгрегора нужно разобраться с Фергюсоном. Потому что 28 боев провел Фергюсон, как и Хабиб. 12 Без серий. поражения, да? У него были поражения, но провел 28 боев. У него 12 побед в серии, без поражений. И у Хабиба 12 побед. Такой серии из побед, такого боя, большого боя в UFC не было в истории. Поэтому я думаю, Мэдисон Сквер Гарден подходящая арена для Это этого. примерно на следующий год, да, намечается? Мы раньше, чем март, не выступим. Вот так даже, да? Да. Потому что у нас в ноябре бой Абу-Бакара, планируем там в декабре, январе Зубайру и Ислам Махачева. И нельзя меня вот так уничтожать в один вечер 3 боя Зубайру, Ислама и Хабиба. Это очень тяжело. Да? Да. То есть фактически сейчас вы готовитесь, да? Идут переговоры, да? Как бы, 2 да? еще терпимо можно вынести, но 3 это слишком много. Да. В основе, значит, вашей тренировочной методики лежат какие-то ваши какие-то авторские разработки, или это все же какие-то стандартные методы? Что у вас? Сгонка веса это метод МИДОК, с чего мы начинаем восстановление. За 100 дней начинаем сушку. Ну, почти становимся как балерины, стройными, аккуратными, подвижными. Ну и, конечно, за это все время готовим план на бой. Персонально подходим к каждому сопернику, смотрим его лучшие, худшие и такой средний 3 боя. И мы смотрим за последние 2 года эти бои. Человек меняется, он растет, навыки приобретает, поэтому стараемся изучить его досконально, с кем он как дрался, с левшой, с правшой, с ударником, с борцом. Сравниваем все эти моменты и строим план. Выстраиваем свою позицию, как мы будем действовать в бою с этим соперником. В тактическом плане мне удавалось обыгрывать моих оппонентов. Я это связываю с шахматами. Игра в шахматы, да? Да. Я очень многим тренерам предлагаю сыграть в шахматы. Да. Я думаю, после такой беседы мы с вами можем сыграть с удовольствием. Постарайтесь потом, не говорите, что я вас не предупреждал. Вам легко будет. Да. Ну, Хабиб сегодня один из самых известных людей в мире. Значит, вообще звездная болезнь ему грозит или нет? Я думаю, нет. Слово гордости и звездная болезнь, они нас обойдут. Знаете, почему обойдут? Мы к этому шли очень долго, и я думаю, наш труд показал, что нас не обошли травмы в лучшие годы, 25, 26, 27 лет. Именно в эти годы, когда он был в лучшей форме, нам делали 2-3 операции, было перелом, разрыв связок, крестообразный, мениск, очень много травм. Когда ты работаешь на пределе, травмы неизбежны, тем более в профессиональном спорте. Ну, последний вопрос, значит. Насколько советов можете дать нашим зрителям, да, YouTube-канала «Живи на 100», как быть вообще здоровым и как быть в действительности победителем? Очень важна стабильность и постоянство. Если вы встаете на зарядку, если вы гуляете в парке, делаете упражнения. Каждый день? Каждый день. Каждый день. Потому что вы едите каждый день.
То есть, Если вы не едите, тогда можно сделать перерыв. Но если вы едите, значит вы должны работать. Вот это и дает успех и сохранить себя в форме. И постоянство дает результат. Как только вы остановились, вы начинаете ржаветь. я благодарю вас, Булат Магомедович, что первый раз у нас в нашей студии «Живи на 100». Я думаю, будет еще ряд хороших будет бесед. Мы пожелаем, значит, Абдумаманапу, его сыну и группу людей, значит, успехов в том поприще, которое в действительности это очень трудное, очень знаменательное, да, как бы события, я думаю, ждут нас впереди. Поэтому от наших зрителей большой, значит, привет и хорошие пожелания. Живи на 100. Занимайтесь спортом, добивайтесь результатов и будьте в авангарде. Спасибо. Обычно у нас в конце нашей передачи, значит, дарим, значит, кружку. У нас фирменные кружки Слюмен Промоушен. И плюс еще наш вот такой фирменный значок Слюмен Промоушен. Если вдруг будет, как бы скажем, те соревнования в нашем, вы знаете, что Слюмен Промоушен 2 боксера. Все, И я думаю, вы будете с нами вместе, будете болеть за наших бойцов, пожалуйста. Всё. И будете вспоминать о нашей встрече. Живи на 100. Наливаем и пьем кофе.